Очередная попытка массового убийства, ну я говорю попытка, хотя предыдущие увенчались успехом. И опять перед нами сирийский беженец. И опять, боже мой, сумасшедший. У меня есть несколько вариантов. Первый вариант, что без проблем пускают людей, у которых не все в порядке с головой. Ну ладно бы пускали. Расскажу свой опыт общения с беженцами сумасшедшими. Я, когда находился в закрытом центре в Нидерландах, с нами сидели сумасшедшие. Первый решил, что он останется на территории Нидерландов, если будет кушать собственные фекалии. Причем он выбирал места, где обязательно есть камера наблюдения. И вот там вот начинал делать свои дела. И, собственно, их поглощать. Извините, если кто-то сейчас завтракает. Этого парня сначала заперли в такой штрафной изолятор, и он даже руками ничего не мог сделать, а потом вообще он исчез из моего поля зрения. Как говорят, его перевели в психушку, где он и останется долгие-долгие там годы, наверное, потому что его будут усиленно лечить, если даже он не болен. Второй человек называл себя журналистом из Нигера. Мы с ним познакомились, он был очень тихим, но ночью он стал очень громким, потому что в соседней камере начался бедлам. Он начал биться головой о дверь, кричать что-то, выкрикивать что-то абсолютно непонятно. И на утро с ним побеседовали, он опять стал тихим, а потом его тихонько опять куда-то перевели. То есть психов просто так в обществе не оставляют, потому что есть кухня, к примеру, даже в клосс-кампе есть кухня, и там можно взять нож, пойти и кого-то, допустим, зарезать. И для того, чтобы этого не случилось, людей переводят в всевозможные закрытые помещения. Здесь психи, как я понимаю, жили себе спокойно среди людей. Более того, меня очень напрягло высказывание представителя полиции Баварии, который сказал: да, мы его знаем, он уже привлекался за наркотики. Он привлекался за наркотики, и он по-прежнему является соискателем убежища. Я правильно понимаю? А я правильно понимаю, потому что только 25 июля ему должны были отказать по версии официальной. И поэтому он решил убить всех, убить себя и пробраться на фестиваль. Слава богу, что он туда не попал, и там всех взорвать. Еще один вопрос. Как психбольные в Германии находят взрывчатку для того, чтобы взорвать кого-либо? Как психбольные в Германии покупают оружие для того, чтобы убить максимальное количество людей? И чем больше появляется поразительных историй о том, что беженцы находят 150 тысяч евро в шкафчике, который им привезла благотворительная организация. А вы знаете, да, эту историю? Короче, история. Молодой человек полез в шкафчик, беженец. Смотрит, лежат 150 тысяч, ну там налички там что-то около 100 тысяч, что такое. И он эти деньги, конечно же, обратно отнес и говорит: заберите их назад, мне не нужны эти деньги. И у меня здесь возникает вопрос, а не сказка ли это? Почему? Потому что, во-первых, какой-то человек отнес благотворительную организацию в свой шкафчик, не проверяя, что на полочке у него 150 тысяч евро в благотворительной организации, не проверяя полочки и не видя эти 150 тысяч евро, относят это беженцам. И только беженец увидел своими сирийскими глазами точно 150 тысяч евро и вернул. Мне кажется, это сказочка, цель которой вызвать хорошее отношение. А если такие сказочки вбрасываются, значит это кому-то нужно. А если это кому-то нужно, значит хорошее отношение меняется на другое отношение. Хотя кругом продолжается refugee welcome, но все-таки некоторые люди начали задумываться. И, конечно же, предвосхищая упреки в свой адрес, потому что я их регулярно читаю. Ты же сам был беженцем. Ребята, я был беженцем, который был тише воды, ниже травы. Который не пытался кому-то что-то там впарить, не пытался кого-то там в чем-то убедить. Если бы меня не устраивало то, как люди вокруг ходят, там, к примеру, отдельных там беженцев не устраивают, как одеты девушки, да, то я бы отправился в страну, где меня устраивает, как одеты девушки. И у этих вот ребят из Сирии рядом есть прекрасные страны, где девушки ходят так, как надо, где никто не пьет. Я ни у кого ничего не просил, я работал и заработал. Для того, чтобы стать членом общества, на которое никто не тыкает пальцами, надо просто следовать правилам страны, куда ты приезжаешь. Или же целого объединения стран, куда ты приезжаешь. Это все, это просто. То, что вокруг теперь столько психов, это, знаете ли, смущает.